Здравствуйте, Наталья. Очень рада вас видеть. И где же вы находитесь? Какое-то необыкновенно красивое место у вас. Рада вас видеть. Приветствую вас, Виктория, и ваших подписчиков. Приветствую всех зрителей из Тосканы. Я нахожусь в натуральном парке. У нас тучи хмурятся, но в то же время температура достаточно теплая. А если у вас муж, дети? Да, Виктория, у меня есть дети, у меня есть ребенок, девочка, ей 6,5 лет. И да, я замужем за итальянцем. Наталья, расскажите нам свою историю, как вы попали в Италию и как вам там живется. В Италию я попала, просто я, приехав сюда, у меня была возможность приехать посетить страну. Я посетила эту страну первый раз, один раз я приехала. И после чего, спустя время, я снова вернулась, и уже с идеей о том, что я хочу проживать непосредственно в этой стране. Я поставила себе цель. В 2008 году я приехала в Италию, и попала я абсолютно банально, то есть я взяла себе, купила билеты и прилетела. Значит, здесь была возможность находиться на территории Италии, также не имея документов, по туристической визе. По истечению туристической визы необходимо было приобретать новые документы на проживание, вид на жительство, если так можно выразиться. Такой вид на жительство имели возможность, то есть те люди, которые, допустим, работая в этой стране, могли подать документы на вид на жительство. Моя история, возможно, кому-то покажется банальной. Я сменила страну по той причине, так как я развелась, я была в браке, состояла в браке 5 лет. После достаточно неудачного брака, я приняла такое решение поменять полностью свою жизнь, о чем я, в принципе, не жалею. Наталья, а чем же вы там занимаетесь? Мы занимаемся тем, что у моего супруга есть своя компания. Он, значит, производитель в сфере аквариумистики. Он производит биологические, химические продукты по уходу за аквариумами, прудами и морскими аквариумами. В данный момент мы ищем дистрибьюторов во всех странах мира, в любой стране мира. Поэтому, если кто-то заинтересован, обращайтесь, будем рады сотрудничеству. Расскажите нам, как вы познакомились с мужем. Личная жизнь – это всегда интересно. С моим супругом я познакомилась на сайте знакомств. Это не Tinder и не вот эти сайты, которые модерные. Есть определенный сайт в Европе, и по которому я познакомилась со своим супругом. Я буду откровенна, я не буду льстить. Значит, у меня не было цели конкретно знакомиться с человеком именно непосредственно для каких-то таких отношений. У меня была цель просто понять менталитет итальянский и просто узнать мужчин итальянских, что они из себя представляют, и какой у них подход к жизни, какой у них менталитет. И изначально у меня все это было поставлено, так все, скажем так, выстроено на непосредственно просто на дружеском общении. Я всегда старалась встречаться с мужчинами в общественных местах. Это было, скажем так, за чашкой кофе, проводя беседу, разговаривая и узнавая таким образом менталитет мужчин итальянских. Вот. И в один из таких дней, в одну из таких встреч я встретила своего супруга. Он на меня произвел очень положительное впечатление. Он жил в другом городе, рядом с Флоренцией, и, скажем так, произвел на меня, на самом деле, я думаю, это была судьба, это была такая, знаете, встреча судьбоносная. И я, значит, держала его на расстоянии, то есть я вела себя как можно, скажем так, скромно, без излишних там каких-то, скажем так, намеков на какие-либо
ну, какие-то сексуальные отношения и так далее. Он ездил ко мне в течение месяца в мой город, и в конечном итоге просто он потом уже предложил мне, возможно, попробовать переехать к нему и пожить вместе в одном доме, почему бы и нет, так как мы уже были больше месяца знакомы. И таким образом завязались наши отношения. Мой супруг, он на 15 лет старше меня, но, как вы знаете, это не секрет, то, что итальянцы достаточно хорошо выглядят. И итальянцы, они, в основном у них такой образ жизни, что они, скажем так, очень поздно женятся. Они вначале строят карьеру, и к самостоятельности в основном, скажем так, мои одногодки, если взять по тому времени, сколько мне было лет, это были еще просто, ну, такие ребятушки, которые, знаете, такие, им бы погулять, повеселиться, и никаких серьезных вещах речи быть и не могло. Поэтому я выбрала супруга, он меня выбрал, это судьба, то есть на 15 лет старше меня, он уже был абсолютно осознанно, выбирал себе спутницу жизни, он уже, будучи был в разводе, то есть у него от первого брака 2 детей, но он был в разводе, потому что у меня была такая, как скажем, моя линия жизни, то, что я никогда не заводила отношения с женатыми мужчинами. Для меня это было принципиально. И таким образом у нас завязались отношения. Я, в принципе, довольна своим супругом. Он очень хороший человек, он семьянин. И должна сказать в пользу итальянцев, они очень-очень хорошие отцы. То есть вот эти стереотипы о том, что в Европе там все такие-сякие, я все понимаю, имеет место быть. На политическом уровне всегда есть какая-то та или иная пропаганда. Но в большинстве своем я могу вас убедить о том, что итальянцы, они очень хорошие. Мужья, они очень хорошие, особенно отцы. То есть для итальянца это смерти подобно. Для них не существует такого понятия, как это можно оставить своего ребенка, как это не помогать своему ребенку, как это не принимать участие в воспитании, в обучении и формировании собственного дитя. То есть у них есть такие, я об этом просто хочу подчеркнуть, есть культ семьи. И особо меня поражает и меня просто восхищает, когда собираются большие вот семьи, все семьи, которые вот когда особенно есть какие-либо праздничные дни. В Италии Рождество особенно празднуют, пасхальные праздники. Они собираются всей семьей, они устраивают очень такие большие, скажем так, пиршества и отмечают всей семьей. Люди съезжаются, допустим, со всех уголков Италии. Семья собирается и объединяется, чтобы провести время вместе. Поэтому это я могу вам гарантировать, так как я уже общаюсь долгое время. У меня среди моих знакомых есть также смешанные семьи, девчонки с той или иной страны, которые замужем за итальянцем, имеют детей. И я это вижу, имеет место быть. Все собираются, все рады, все довольны, когда семья вместе. Это я могу вам гарантировать. Я должна быть откровенна, потому что я на самом деле не встречала каких-нибудь извращенцев или каких-то людей некорректных. То есть мы просто общались, встречались с человеком, с тем или иным мужчиной. Я всегда искала многолюдные места. Это всегда должен был быть день. Это никакого распития спиртных напитков. Это было просто за чашкой кофе. Мы просто общались, кто чем занимается, кто чем живет. И я таким образом познакомилась со своим нынешним супругом, которым мы уже вместе с 2011 года. Мы с ним, я замужем, мы с ним поженились. Следующий вопрос вот такой будет. Много ли там русскоязычных женщин и чем они там в основном занимаются? Да, Виктория, у нас есть очень много
женщин из различных постсоветских стран. Особенно это из Украины. Очень большая династия украинских женщин здесь. Это Грузия, это Молдова, это Россия также имеет место быть. Изо всех уголков, скажем так, постсоветского пространства русскоязычных женщин здесь достаточно. По поводу, скажем так, занятости, это такой очень, скажем так, щепетильный вопрос, так как по-разному. Если работать непосредственно по профессии, необходимо подтверждение диплома и знание итальянского языка. Имея даже диплом нашей страны, здесь он должен быть подтвержден. Поэтому девушки, женщины ищут различные пути. Кто-то проходит элементарные курсы, но я должна отметить то, что без знания итальянского языка это будет очень-очень сложно. Первоначально это необходимо знание итальянского языка, так как здесь итальянцы не особо хорошо говорят, либо не все говорят на английском языке, несмотря на то, что это имеет место быть, несмотря на то, что очень развит туризм, туристическая сфера. Вот. Можно работать гидом, профессии могут быть различные. Это может быть также что-то связанное с красотой, то бишь девушки многие обучаются, курсы проходят и получают квалификацию, занимаются на дому реконструкцией, допустим, ногтей, либо парикмахеры, либо по уходу за кожей. Кто-то из девчонок устраивается байером. В основном, скажем так, большая часть работы здесь, именно больший процент, это по уходу за пожилыми людьми и уборки, либо в домах, либо в офисах. Вот эта сфера, скажем так, она всегда находит, скажем, свое место, имеет место быть и, скажем так, всегда востребована, потому что в Италии есть такое понятие, как взять себе, допустим, гувернантку, либо же нанять женщину, которая будет ухаживать за родителями пожилыми, так как итальянцы, они все-таки по большинстве своем, они карьеристы, они много работают, много путешествуют, поэтому им всегда необходимо рядом с ихними родителями фигура, которая будет заниматься и присматривать, ухаживать за ихними родителями. То есть это есть такая тенденция, имеет место быть. Учитывая также ту ситуацию, что в Италии люди, они все-таки долгожители, учитывая климат, питание. Как они живут, с какими трудностями сталкиваются? Это поступок достаточно смелый. И на это решение, на принятие такого решения необходимо, конечно же, сила воли, необходимы внутренние ресурсы и необходимо осознание того, что вам придется столкнуться абсолютно с иным менталитетом и с иными правилами, которым, возможно, мы все не привыкли, потому как мы абсолютно воспитывались в другой стране, в другой культуре, но тем не менее, если вы хотите добиться какого-то результата, необходимо быть, скажем так, немного лояльным, и не всегда необходимо быть категоричным. Как в моем случае, я привыкала очень долго, и в конечном итоге я научилась жить в этой стране. Причем я стараюсь находить как не только минусы, но также положительные стороны. Моментов очень много, и спустя время я, работая,
попросила своих работодателей, чтобы они мне подали документы, так как вышел очень такой известный санаторий, называется, который выпустил Берлускони, царство ему небесное. Вот. В 2011 году он выпустил этот санаторий, благодаря которому все, кто находился нелегально, работая в Италии, определенная категория работников, они имели возможность подать на документы и оформить официально свое нахождение, пребывание здесь, на территории Италии. Это были далекие годы. В то время был такой закон, который, естественно, возможность я не упустила. И я оформила себе документы, скажем, право на работу и нахождение в Италии. С какими трудностями сталкивались вы лично, живя в Италии? В начале своего пути, начиная с поездки, с приезда сюда в Италию, я столкнулась с трудностями, я не буду лукавить, так как меня должна была встречать одна девушка, которая в конечном итоге просто меня не встретила. Я приехала на самый каблук, скажем, на юг Италии, и моя дорога была очень длительная, поездка очень утомительная. И эта девушка в конечном итоге она просто не явилась на встречу со мной, и она просто отключила все телефоны, и мне пришлось выбираться из этой ситуации достаточно очень сложной, так как я не имею языка. После 3-дневной поездки, прибывая на территорию страны, которой не знаю вообще ни слова даже на итальянском, я просто была в шоке, это так мягко можно выразиться. Вот. И мой английский, он достаточно базовый, так как я в школе изучала немецкий язык. И мне пришлось просто выходить из этой ситуации своим, скажем так, каким-то путем, так как я пыталась на жестах, тыканием там пальцем объяснить, что меня оставили, что меня не встретили. Это было очень сложно. Слава богу, попалась одна девчонка, которая проживала в Тоскане, во Флоренции, и она мне просто, сказала, скажем так, сжалилась надо мной. И она мне просто посоветовала приобрести билет во Флоренцию и приехать на поезде во Флоренцию. И таким образом начался мой, скажем так, очень нелегкий путь, я должна быть откровенна. Так как у меня на самом деле мой, скажем так, сленг по жизни: выбирайте самый трудный путь, на нем вы точно не встретите конкурентов. Я никогда не искала легких путей, хотя, возможно, мне попадались такие, скажем так, моменты, где я могла бы просто легко обойти ту или иную ситуацию. Но мои принципы жизненные поставлены таким образом, что я, вопреки всему, стараюсь выбирать достойный путь и идти по нему. Либо сдаться, либо просто бороться. Поэтому я вот таким образом начала свой путь в Италии. Я не хочу занимать большую часть времени видео о рассказах, как, возможно, бывает тяжело в другой стране, с какими трудностями приходится сталкиваться. То есть это такая большая тема, которую можно развивать бесконечно. Еще очень интересно, какие у вас отношения с родственниками мужа? С родственниками мужа отношения, скажем так, цивильные. То есть о свекрови, конечно, можно будет снять еще отдельный ролик. Какие свекрови итальянские и все остальное. Это действительно очень-очень щепетильная, деликатная тема. Знаете, родственники по-разному. В основном в начале, изначально все присматривались, притирались, у них было ощущение, что вот приехала вот такая вот славянка, она сейчас вот типа захомутает нашего мальчика, нашего сыночка там или братика, да, вот, то есть, и
нужно совсем мириться, постепенно притираться. Конфликты у меня были с родственниками, я не буду этого отрицать, так как я пыталась отстоять свои личные какие-то границы, так как я пыталась отстоять стереотипы фальшивые, которые абсолютно не имеют места быть, ну типа к тому, что все наши женщины там, короче, брошенки, что там все мужики, все у нас там алкаши и все такое прочее. Что вот мы вот приехали сюда и тут, в общем, не дождемся, прям они, как говорится, прыгаем на ихних мужчин, вот, хотя, возможно, это имеет место быть, я не знаю, я особо в этом у меня нет такой практики, что я там, знаете, как с голодного края, прям вот такие стереотипы, в основном различия в менталитете, то есть итальянцы это такой народ, они более такие, скажем так, они любят улыбнуться, они не любят хмурое лицо, они не любят очень прямолинейных людей. Это все не про них. То есть, если для нас прямолинейные какие-то высказывания или желания наши, они являются нормальной ситуацией, реакцией, да, то для итальянца это равносильно смерти подобно. Потому что вот я обратила внимание, в итальянской культуре, в их менталитете в основном, то есть они любят такие легкие пути, они любят обойти, они не любят прямых конфликтов, выяснения отношений. Хотя они тоже очень эмоциональные люди, они разговаривают, можно сказать, у них есть даже свой язык жестов, можно сказать. Вот. Но несмотря на это, они не любят очень сильно категоричность. Вот если что-то сказать итальянцу, ну, допустим, к примеру, в лицо сказать: смотрите, вот ваша машина припаркованная, которая там стоит, она просто мне перекрывает дорогу. Вы ее поставили криво-косо, не на той полосе или там не на той парковке, которая разрешена. Ну, к примеру, соседу сказать, он на следующее утро он может просто с тобой не поздороваться. Ну, то есть, они такие, знаете, себе обидчивые, такие, они очень сентиментальные, то есть, с ними нужно стараться улыбаться, говорить им комплименты, вы самые лучшие, вы самые классные, особо с ними не спорить. То есть, если у вас есть свое мнение, оно различное, ну, в общем, оставить его, можно сказать, при себе. Вот. Либо же поговорить с тем человеком непосредственно, который может это и имеет возможность и, как говорится, это выслушать. Но в большинстве своем итальянцы любят улыбаться. Они любят легкость, они любят, чтобы, ну, они трудности стараются обходить, то есть то, что для нас категоричность, вот это, да, наша такая прямолинейность, это лучше оставить где-то, как говорится, глубоко и стараться. Не всегда это получается. Вот из-за этого могли возникать конфликты, то есть различия менталитетов. Это самый главный конфликт, который может возникнуть. Это нормально, это естественно, это природно, то есть и поэтому имеет место быть. Ну что ж, Наталья, благодарю вас за очень интересную беседу и надеюсь, до скорых встреч. Благодарю вас за просмотры данного видео. Всем желаю удачи и мирного неба. Чао-чао. Мои дорогие подписчики, если вы хотите узнать больше о жизни в Италии, наших людей и итальянцев, пишите вопросы. Ну а мы с Натальей снова встретимся и, конечно же, ответим на все ваши вопросы.